Всем привет! Вы на канале Vintage Audio, и сегодня у нас такой будет не обзор, а будет гайд по вот такому вот аппарату. Я их называю недокобры. Это Panasonic 707 модель RX ED, то есть RX ED 707. Почему снимаю такой гайд? Потому что в принципе функции обозревать нет смысла, ничего тут интересного нет. А вот в теории хочу я вам рассказать, как он разбирается, как он собирается и какие есть подводные камни. К сожалению, я не смог снять видео по ремонту, потому что ремонтировал в основном тогда, когда нет электроэнергии. Все это дело было под фонарик. А теперь вот сейчас выдалась такая... такой момент, такая уловка, что я могу снять видео и рассказать вообще за этот аппарат. От моего подписчика, значит, что с ним было? Он был в меру пыльный, в меру грязный. И также у него не работала кассетная часть и не работал CD-шник. Все это дело я поправил. И почему я снимаю это видео? Потому что когда-то до войны я ремонтировал Кобру, но не такую подобную, я не помню модель, и она тогда мне показалась довольно-таки простая в ремонте. Этот же аппарат, честно вам скажу, это аппарат не для ремонта. Это аппарат для того, чтобы его включить, поставить и слушать его. И сейчас буду рассказывать почему. Итак, как же нам разобрать нашу Кобру и с чего нам нужно начать? Самое первое. Нам нужно открыть лоток CD-диска и снять вот эту вот накладочку. Видите, она у меня снята. Вот вам ее нужно снять. Снимается она очень мерзопакостно. Снимается она вниз, вот так вот опускается. Значит, для чего это делается? Делается это для того, что в принципе ее-то можно будет и не снимать. Можно и не снимать. Когда вы будете разбирать, то в теории можно будет вытащить и с этой накладкой. Но когда вы будете собирать этот аппарат, то если эта накладка будет стоять, вы его не соберете. Это мрак. Обязательно откроем для более, как говорится, для более больной простоты, нужно будет поднять капюшон. Лучше поднять капюшон и оставить аппарат так. В принципе, можно открыть и кассетоприемники, если вам будет удобно так работать. Но кассетоприемники можно будет потом открыть изнутри. Но можно его так вот их тоже оставить. То есть вот в таком вот состоянии мы его отключаем от сети 220 вольт. Ну, естественно, убираем эти самые, скажите, батарейки. Так, ну и что дальше? А дальше выкручиваем шурупчики. Те шурупы, которые нужно нам выкрутить, они помечены вот тут такой точечкой. Вот погнали. Все по кругу мы откручиваем. Не забываем открыть вот эти вот два. Вот эти два шурупа, они держат CD-диск. Вот это вонтая. Это у нас... от сабвуфера каналы. Можно не откручивать. Ну, можете открутить, в принципе, пыльку там протереть и все. На этом все заканчивается. Дальше. Когда вы все это дело открутили, то аппарат нужно положить вверх ногами. То есть, как делал я. Я призакрыл, приопустил крышечку, положил снизу. У меня такие две маленькие подушечки были, чтобы он оперся, на эти подушечки оперлись вот сюда. И мы поднимаем вверх вот эту крышку. То есть вся у нас внутрянка магнитолы смонтирована на вот этой вот на этом верхнем шасси. На нижнем шасси у нас прикреплены только лишь сидюк, который просто крепится, и блок питания. Больше ничего. То есть мы вот эту вот всю нижнюю часть аккуратно на себя. Смотрите, чтобы сидюк остался там. И также тут будет вот такой вот большой шлейф на питание. Его там отсоедините. И после этого у нас вот эта вот нижняя часть выйдет на себя. То есть аппарат лучше его вот так положить. По-другому, как говорится, никак. Ну и дальше, коллеги, вам предстоит, как говорится, страх и ненависть в Лас-Вегасе. Все смонтировано, как я уже сказал, на вот этой верхней части. Чтобы долезть до лентопротяжки, нам нужно снять
плату, общую плату открутить и плату радио. Очень неудобно. Дальше, сам лентопротяг, он крепится там на разъемах. И для того, чтобы опять-таки снять лентопротяжку, нужно будет отпаять двигатель. По-другому не получится у вас сделать. Очень паскудно туда добираться. Дальше, в принципе, сам аппарат, он одномоторный. Протяжка здесь своя. Протяжка, в принципе, довольно-таки удачная. Мне понравилось. Там нет этой пресловутой шестерни, которая постоянно у нас ломается. Но добраться до самой протяжки очень тяжело. Дальше, если вы добрались до протяжки и потом вы собрали все это назад, включили и, к примеру, где-то ошиблись, еще раз разбирать — это мрак. По-другому у вас никак не получится сделать. Нет возможности накинуть протяжку, к примеру, как-то там навесным монтажом, то есть плату сюда положить, протяжку. Нет, не получится. Нужно полностью его собрать. Полностью собирать аппарат. Как я его делал, я собирал его, но верхняя часть, у меня так вот стояла подпорка, и он стоял так вот на подпорке. Ужас, кошмар. Вообще, после того, как я разобрал, собрал, 3 раза мне пришлось его разбирать, собирать, потому что там были проблемы у меня с сидюком. 1 раз я неправильно накинул пасек, пришлось разбирать. 3-й раз я его разбирал, потому что забыл закрутить 1 шурупчик. Представляете? Но не об этом. Я когда посмотрел на весь этот аппарат внутри, то есть что в нем, как в нем сделано, у меня создалось такое впечатление, что какое-то дежавю. Дежавю в том, что вспомнил сразу же мультфильм про Простоквашино. Помните, как там этот самый дядя Федор писал письмо, а потом за это письмо кто-то за него дописывал. Как там Шарик писал это. На днях я линять начал. Вот то же самое здесь. У меня сложилось впечатление такое, что японцы начали проектировать систему баса, потому что здесь она в принципе хорошая, да, тут это самое звуководы, все есть, все как по уму, так вроде как все сделано, то есть они спроектировали сюда сабвуфер, все сделали, а остальное отдали китайцам, в данном случае сингапурцам. И потом все остальное тут делали, не японцы, но это не японская инженерия. У меня есть RX DT 707, а это RX ED 707. Это совершенно 2 разных аппарата, с разным подходом даже к проектировке, с разным подходом к компоновке. Если 707-я Кобра разбирается, так вот, по щелчку пальцев, то есть RX DT, то ED-шка это просто кошмар. Ужас. Опять-таки ужас. Что касается звука. Честно, откровенно, как я уже всем говорю, то Кобр у нас всего есть 4 штуки правильных. Это RX DT 707-909 и RX DT 75-95. Все остальное это не Кобра. Это жалкое подобие. То же самое, звука здесь нет, даже с включенным сабвуфером, вот с этим вот. Что-то там как-то, сами послушайте. Ждать от него каких-то чудес по звуку не стоит вообще. Также, коллеги, хочу что сказать. Если вдруг вы надумаете покупать такой аппарат себе в коллекцию, в принципе, теоретически я бы его хотел себе в коллекцию. У меня есть такая мысля собрать вообще, все Кобры, все аппараты, у которых откидывается капюшон. Берите его полностью рабочий. Не берите его под ремонт. Я вам честно скажу, вы замучаетесь. Что значит из приятного? Значит, из приятного на будущее, сидюк. Сидюк и внутренность сидюка, то есть аппаратная часть. Здесь стоит 690 аппарата. Очень хорошо, можно в принципе купить 690 и 690 забрать кишки сидюка. Что еще мне понравилось? Понравился мне вот такой вот понт. Если нажать кнопочку Desk, то есть здесь же подкассетник открывается автоматически. Вот смотрите, как это все происходит. Нажимаем, открывается капюшон и открывается сразу же кассетоприемник. Красиво, я согласен, но взад он не закрывается сам. Но теперь послушайте, с каким шумом открывается сам кассетоприемник. Как автомат Калашникова. А с учетом того, что мотор один, всегда работают 2 деки. Брым.
Дека, точнее не дека, аппарат реверсный. В принципе, довольно-таки неплохо, как за свои деньги он звучит. Ой. Но он не дотягивает до статуса Cobra. Что еще хочу отметить? Хочу отметить подсветку экрана. Это хорошо, да, пускай подсветка рыжая, но ничего страшного, это как раз такой вот винтажный стиль пойдет. Ну, на этом в принципе, больше мне сказать о нем нечего. Рассказывать за его функционал я смысла не вижу. Он довольно-таки скудный. Что-то говорить за звук я уже сказал. Звука в этом аппарате нет. Его нет просто по определению. Добиться какого-то звука отсюда хорошего не получится. Здесь стоят всего-навсего 3 динамика, два среднечастотника, которые стоят вверх, и один низкочастотник, который качает, и вверх тут качает он, и качает он вот сюда вот эти вот фазоинверторы. Все. На этом за этот аппарат мне сказать больше нечего. Очень трудоемкий. Категорически трудоемкий, очень времени много вы потратите. Если теоретически заменить ролики еще можно как-то подлезть будет вот отсюда, можно будет, то поменять пасеки мрачно. Весь раскидывать, полностью весь. Ну что, на этом я буду заканчивать. Такое вот коротенькое было видео, коротенький гайд по такому вот аппарату. Panasonic RX ED707. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Мира, добра, нет войне. Пока-пока.